Дорогие мои подписчики и гости канала, всем привет! Меня зовут Инна. Это канал о рукоделии. На этом канале я вам хочу показать, как можно легко справиться с разными жизненными ситуациями. Вот сегодня я ловким движением руки хотела оторвать один лист от кухонного полотенца. У меня оторвалась целая полка. Вот сейчас я вам покажу, как я с этой ситуацией справилась. Если вам это видео понравится, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Итак, начнем. Для ремонта нашей трубочки нам понадобится вот такая вот дополнительная трубка, которая подходит по диаметру. Вот она практически идеально, этот конец сел по диаметру. А также ножовка, чтобы эту трубку обрезать. Шкурка для зачистки трубки. Способ первый. Вот в хозяйстве у меня нашлась вот такая вот трубка. В эту трубку мы обычно вставляем кабель для того, чтобы он лучше прямее лежал, был защищен. Вот я посмотрела конец, вот этой вот толстый конец трубки, идеально по диаметру подходит в нашу поломанную деталь. Вот мы берем кончик этой трубки и отрезаем его с помощью ножовки. Вот такая вот обычная ножовка по металлу. И мы этот кончик сейчас аккуратно обрежем. Вот мы вот так вот делаем. И как бы этот кончик аккуратно обрезаем. Вот мы его обрезали, зачищаем с помощью шкурки кругом. Вот у нас получилась вот такая вот аккуратная деталь. Мы примеряем эту деталь на нашу трубочку. Вот. Садится она идеально. Вот. Держит крепко. Получается очень хорошая надежная конструкция. Как мы видим, толстый кончик в этой трубке один. С этой стороны нету. И поэтому, если у нас поломается еще раз, покупайте опять такую же точно трубку, возможно, не бюджетно. Поэтому мы можем применить еще другой способ. Вот, например, мы берем вот такой вот пузырек из-под глазных или из-под капель для носа. Он по диаметру практически такой же точно, как вот эта вот трубка. И подходит нам идеально. Мы его обрежем сейчас с помощью ножниц. Я покажу вам, что получится. И также применим к нашей трубке. Вот так вот я обрезала, уже приготовила, готовый. Даже еще не смыла этикетку. Смываем этикетку, если есть желание, если нет. Вот меряем в нашу трубочку. Все хорошо заходит. Немножко свободно. Можно посадить на клей. Я не садила, потому что вдруг я найду более хорошую деталь. Вот. Или применю еще вот как бы кусочек вот этой вот трубки, которую я применила. Она сидит более плотно. Мне нравится эта конструкция больше, поэтому я как бы просто как запасной вариант. Версии. Ну, нам понадобится вот такой вот лист бумаги, не обязательно чистый, можно использованный. Вот я взяла такой скотч, клеящийся карандаш, ножницы. И вот сейчас мы от этого листа отрежем полосочку шириной, желательно этот скотч, как этот скотч. Вот этот скотч шириной 2 сантиметра, как у меня вот здесь вот. Я откладываю 2 сантиметра на бумаге. Сантиметра на бумаге. 2 сантиметра. 2 сантиметра. И аккуратно, вот такая у меня специальная линейка острая, чтобы не использовать ножницы. Я вот раз быстрым ловким движением руки, как вы сами понимаете,
отрываю этот кусочек бумаги. Теперь я беру нашу трубочку и оборачиваю эту бумагу вокруг трубочки, постоянно ее проклеивая. Вот чтобы она у нас стала плотной. Вот как бы я ее сразу проклеиваю. Вот. И по мере заворачивания каждый раз вот плотно я ее так подгибаю, как могу, желательно поплотнее. И каждый раз ее проклеиваете. Каждый раз. При каждом завороте ее проклеиваете. Вот. Получается как бы не быстро, но это все не тяжело. Вот. Делайте это аккуратненько, тщательно. Клея не жалейте, потому что от этого зависит плотность нашей конструкции. Вот. Да, тут подклеим еще чуть-чуть в конце. Хотя это тоже не обязательно. Просто чтобы было поаккуратнее. Вот получается вот такая вот трубочка. Почему по ширине скотча? Потому что сейчас мы вот эту вот деталь укрепим скотчем. Господи, где здесь? Вот. Вот начало. Вот, наконец-то нашлось начало. Вот так мы подклеиваем. Аккуратненько составляем. Вот. И плотно прижимая, наматываем несколько раз. Вот. Ну, я думаю, 4-5 раз. Вполне достаточно. Разглаживаем здесь всякие морщинки. Вот. Подрезаем оставшуюся часть. Это нам уже не нужно. Вот. И вот у нас получается вот такая вот трубочка, которую мы снимаем. Вот. А вот эту часть белую просто подравниваем. Да можно эту часть тоже подравнять. Вот. У нас получается вот такая вот трубочка, которая найдется в любом хозяйстве. Вот вы ее одеваете. Смотрите, как она выглядит замечательно. Вот сейчас попробуем, насколько это функционирует. Но я думаю, что это не хуже, чем кусочек пластмассы. Вот, выглядит тоже неплохо. И я бы даже решила, что 2 одинаковых штучки даже очень неплохо. Мы можем ее, кстати, укоротить. Вот смотрите, сделать из одной 2. Тоже несложно. Вот как бы одну ставим на один конец, а другую ставим на другой конец. Кстати, очень жаль, сломалась со временем 2 конца. Вот. Вот. И вот. Сейчас попробуем, как это работает на нашей вешалке, на нашем кухонном помощнике. Мы приводим его в божеский вид после падения. Вставляем нашу трубочку. Вот так выдвигаем. И отрываем полотенце.
Как видите, трубка держится, работает нормально. Вид очень даже приличный. Вот со всех сторон. Так что я думаю, эта идея даже самая наилучшая. И прослужит вам это достаточно долго. Итак, мы опять возле нашей полочки. Мы применили все 3 детали. Одна с помощью трубки, одна с помощью проклеенной нами трубочки, одна вот с помощью пузырька. Все работает, все функционирует. Выглядит все достаточно неплохо. Поэтому я думаю, что эта идея имеет право на существование. Единственный мой совет, что этот кухонный помощник имеет 3 таких трубочки. 1, 2, 3. И каждая трубочка имеет 2 конца. Поэтому вы можете сохранить оставшиеся у вас детали или хотя бы запомнить место, где вы это брали. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Всем всего хорошего. Пока-пока.